Всем привет! Сегодня обсудим вопросы, связанные с избавлением от подкожного жира, а также тактики тренировки мышц брюшного пресса. Все фотки, видите, не настоящие. Это он все пи***л. Вот он как на самом деле выглядит. Это все фотошоп. Качаюсь по примеру Витязь. Пересмотрел все видео с Витязем, короче. Братья Витязи. Ну что-то достаточно будет или нет? Думаю, нет. Нет? Нет. Встань. Да, вот этим боком встань. Спину покажи. Бока все. Давай двойной бицепс спереди. А что делать? Ну, братан, по твоему примеру качается. Ты смотрел все видео с Витязем. Все использую. 109 килограмм. Помогает. Что, встань на весы иди. Я сниму вес. Я сниму. Обсудим, как превратить твое жирное пузо в пресс. Сперва следует определиться, у кого не получится похудеть. Первая категория – это те люди, которые не верят в саму возможность похудения, ссылаясь на плохую генетику, склонность к полноте, наследственность, замедленный обмен веществ, личный неудачный опыт сушки и так далее, ввиду чего они просто не возьмутся этим заниматься. И вторая категория – это те люди, организм которых способен синтезировать энергию из воздуха. А жир – это энергия. 1 килограмм жира – это 9000 калорий. Если вы не ленивы и не относитесь к людям X, то не похудеть при озвученных условиях далее просто невозможно. Это исключено. Это нарушает законы физики. Необходимым условием для похудения является только дефицит калорий. Все завязано на балансе энергозатрат. Если вы получаете калорий больше, чем тратите, то их излишки преобразуются в жировую ткань. Если получаете соразмерное количество, то тело остается без изменений. Если меньше, то вы худеете. Простейшая математика: больше, меньше или равно. Создать дефицит калорий можно путем понижения калорийности рациона или повышения затрат. Но если вы посмотрите на количество потраченных калорий от вашей тренировки и количество содержащихся калорий в литре, например, сока или молока, то сделайте логический вывод, что создать дефицит калорий путем урезания их потребления гораздо проще. Так нужно ли тогда тренироваться, если мы удешевляем калорийность рациона? Безусловно, так как без тренировок тело в первую очередь будет поедать мышцы, а не жир, поскольку утилизировать гликоген и капельки жира в клетках мышечных волокон ему гораздо легче, чем расщеплять подкожный жир, чтобы аккумулировать недостаток энергии из него. А какая же должна быть нагрузка, тренировка? Дело в том, что мышцы сами по себе, без работы, потребляют огромное количество энергии, исходя из чего вы по праву можете считать их своей халявой в процессе жиросжигания. В условиях дефицита калорий организм предпримет попытки избавиться от мышц в первую очередь, а жир будет в приоритете. Помешать этому вы сможете, лишь дав сигнал телу, что мышцы необходимы, активно используются. Это обеспечит лишь силовая тренировка с отягощениями. Плюс только она способна ускорить метаболизм в среднем на сутки. Никакой шейпинг, акваэробика, круговые тренировки и так далее на такое просто не способны. На диете силовые будут постепенно снижаться. Целесообразнее будет уменьшить количество подходов в изолирующих движениях, чтобы максимально удержать силовые показатели в базовых движениях. Помимо этого, несмотря на созданный дефицит калорий, количество потребляемого белка должно быть достаточным для сохранения мышц и силовых показателей. Это очень важный момент. Лучшими источниками белка являются такие продукты, как постное мясо, рыба, птица, яйца, нежирные молочные продукты, морепродукты. Так как же убрать живот? Первое и самое главное мы уже обсудили. Убрать подкожный жир.
Какими бы объемными не были ваши кубики, их не будет видно из-за жира. Пресс куется на кухне. Когда у вас избыток калорий, то косые мышцы живота тренировать не следует, так как они отзовутся ростом и ваша талия будет еще больше. При дефиците калорий эти упражнения можно добавить, так как мышцы будут гореть вместе с жиром. Это заузит вашу талию. Рост мышц в таких условиях исключен. Наблюдается только у новичков и непродолжительное время. Основную работу на пресс следует проводить стандартными скручиваниями. Нижнего и верхнего пресса не существует, это одна мышца. Но упражнения, смещающие акцент нагрузки в большей степени на нижнюю часть или на верхнюю, попробовать можно. Нескольких подходов 2 раза в неделю вполне достаточно, так как мышцы брюшного пресса работают во всех базовых упражнениях как мышцы-стабилизаторы. И если тренировать пресс чаще или большим объемом тренинга, то высока вероятность задать избыточную нагрузку. А делать это с целью ускорения появления кубиков глупо, так как локального сжигания жира не существует. Человек худеет везде, преимущественно сверху вниз. Сперва уходят щеки, потом ниже по телу и так далее. Вариантов подбора диеты очень много, и каждому подойдет свой индивидуальный. Но рабочими диетами будут являться все, которые подразумевают дефицит калорий. И напротив, не будет работать ни одна, которая не подразумевает этого. У меня сейчас есть группа мужчин и женщин, чью сушку я сопровождаю. Покажу пару примеров. Екатерина, промежуточный результат за месяц и 1 неделю минус 4 килограмма. А сгонять быстрее 1 килограмма в неделю не следует, так как активно будут гореть мышцы, выводиться вода из организма, уменьшаться внутренние органы, плохое настроение и самочувствие. При этом жир еще и может быть не тронут. Далее, мой тезка, почти 200 килограмм, промежуточный результат минус 18. Планируем просушить более 100. Результаты буду вам показывать и рассматривать разные способы похудения. Сможете выбрать подходящий именно вам. Вступай в наши ряды, тренируемся и развиваемся вместе, делимся опытом и обмениваемся информацией. На YouTube это можно сделать в нижнем правом углу, группа ВКонтакте, личный апгрейд. Ссылочка есть в описании. Всем богатырской мощи, богатырского духа, пока!